Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, и в этом видео будем с вами разговаривать касательно одной очень интересной сборочки. Внимание, самый большой урон, который может быть только в этой игре. Самый высокий урон в секунду, и разовый урон и так далее. То есть очень мощная штука, которая, разбирает все и вся. Но мы это дело, естественно, проверим. Обо всем подробнее далее. С вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, СМЯ контент. Поехали! Давайте смотреть, фитец, как это вообще все сделано. Сделано все очень просто. Мы берем самую дамажащую пушку в игре, которая только у нас имеется. Это залповое орудие. Гигантский действительно урон, но он кинетический. В принципе, можно и с кинетическим, но лучше дело переделать. Мы ставим модификации усиленное орудие в 5 гаек, и у нас урон лишь только одной пушки 400 единиц в секунду, а это уже много. Плюс добавляем зажигательные боеприпасы. Таким образом, мы стреляем тепловым уроном, что помогает нам очень быстро выносить щиты. Ну и дальше работаем по корпусу. Вы помните видео касательно зажигательных боеприпасов на многостволках? Вот если что, подсказочка на то видео. Великолепно справлялась с неписью. Ну там были многостволки и там были гимбалы. И урона там было гораздо меньше. Здесь урона в разы больше. Но есть некоторые проблемы. Это радиус полного урона 1800 метров. Это, откровенно говоря, маловато. Но это не так страшно, как другое. У нас большой разлет дроби. В 1000 метров попасть по среднему большому кораблю нормально, но если будет стрелять по мелкому, вся особь может не прилететь. Так что рекомендую, если будете биться с мелочью, использовать истребитель себе в помощь. И да, здесь все залповое орудие, даже первые слоты. Можно поставить многостволку с коррозией, можно поставить то же самое залповое орудие с коррозией и вместительным магазином. Но давайте посмотрим, что у нас будет так. Касательно остального фита, я вам, все-таки давайте приложу в описании, чтобы вы могли видеть, что тут вообще происходит касательно танка. Да, ангар истребителя тоже имеется. И все сюда влезает и остается еще запасик. Теперь перейдем к тому, как это дело все сделать. Именно про пушки. Нам нужен инженер Захарий Нема. У него есть возможность делать залповые 5 гаек. Тут представлено несколько вариантов того, что мы можем сделать. Двойной выстрел не рекомендую. Быстро будете терять боезапас. Эффективное орудие нам вообще не интересует. Тепловая нагрузка, тепловая нагрузка и так маленькая, даже с зажигательными боеприпасами, так что не волнуйтесь, когда там будет циферка, то что на 200% будет горячее. Вместительный магазин, повысить боезапас, нет. Легкое крепление тоже нет. Усиленное орудие – наш вариант. И вот да, тепловая нагрузка плюс 200% – это, поверьте, не страшно. Улучшение скорострельности? Можно, да, действительно. Но в ПВЕ смысла в этом я не вижу. Прочное крепление тем более. Что по экспериментальным чертежам, как я и говорил, зажигательные непосредственно боеприпасы. Есть еще и ослепляющие, конечно, и различные другие интересные. Замедляющие, типа вот, смотрите, мы можем что сделать? Экспериментальные боеприпасы, нарушающие работу систем выхлопных газодвигателей цели, временно не дающие ей увеличить тягу. Можно, конечно, поставить в первые слоты, чтобы спамить неприятными эффектами, но для чистоты эксперимента все у нас будет в зажигательных. Ибо урон в секунду тут меньше на 5%. Ну и посмотрим, что будет по нагреву. Здесь силовая А-класса, при этом она сделанная в жир, то есть в увеличении количества вырабатываемой энергии. Ее показатель теплоэффективности будет хуже, чем у обычной силовой А-класса. Полетели. Еще одна великая штука данного фита. Распределитель жрется очень слабо, поэтому мы можем ставить 4 пипки в систему, что сильно увеличит наш танк, так же как и с многостволками. Ну вот сейчас корабль стоит на месте, можем даже бустануться, чтобы быть погорячее. Распределитель в оружии 1. Распределитель восстанавливается, при этом температура, конечно, повышается, но не критически. Все в порядке, все великолепно. Можем использовать и не бояться за перегрев. И да, друзья, про то, что есть фракционная пушка Миротворец, я знаю тоже, о ней видос выйдет отдельно. Я мог поставить сюда ее фитец. Это те же самые залповые пушки, чуть меньше урона, но великолепная кучность и радиус полного урона, естественно, выше, как и общая дальность, да. Но здесь смотрим именно с таким вариантом. И да, прежде чем начнем тесты на игроках и неписи, такой момент. Почему я выбрал анаконду? Потому что и на нее не нужен ранг.
Федерации либо Империи она вам доступна. И сведение у нее прям великолепное и почти идеальное, за исключением 2 единиц, которые находятся сзади. 2 первые залповые в данном фите. У корвета есть сильная сторона, это маневренность и живучесть, но там, к сожалению, 2 четверки. А у залповых пушек 2 четверок нету. Каттер, я бы собирал его под другое. Если захотите полетать на средних кораблях в таком фите, то можете развлекаться с той же самой Мамбой, почему бы и нет. С Фердилансом, я бы не стал, там немножечко по-другому бы его собирал. Краеты Фантомы, Крает МК-2, Питончик тоже под это дело подойдут. Из мелких, Кобра, пожалуйста, Стервятник, пожалуйста. В общем, развлекайтесь по полной программе. И да, не обязательно собирать только на многостволках. Ой, прошу прощения, с залповыми орудиями. С ними, конечно, урон гигантский, но можно еще это дело разбавить и повеселиться в геймплее, поставив рельсы со сверхпробитием, чтобы, так сказать, после снятия щитов, а это будет довольно быстро, учитывая зажигательные боеприпасы, работать по модулям, если вам вдруг захочется. Но мы летим только на дробашах, чтобы прям мясо. Ну вот, Кобра. У нее здесь не так уж и много. 782 щита, 681 единица брони. Но прикол в том, что она маленькая, и мы не попадем всей осыпью. Ну давайте выстрелим. Плоховато выходит. Реально. Подлететь ближе? Или как-нибудь выстроиться поудобнее? Все равно все улетает в молоко из-за размера корабля, он действительно мелкий. Если прям вплотную, то уже приятнее. Это касательно мелких кораблей, но я говорил, берите, на них истребители. Крает, он уже будет побольше Анаконды. И здесь у нас получается легенькие инженерщики. 1500 щита, 1500 армора. Смотрим. Щитов практически нету. Довольно быстро. Ну а дальше потик корпус. Перезарядка. Как по мне, очень неплохо. Конечно же, во время маневрового боя все будет разлетаться в стороны, но все же урон таки самый большой в игре. Ну это да ладно, давайте повысим ставки. Учитывайте тот момент, что корабль, который сейчас был 1500 щита, 1500 армора с более-менее резистами, в зоне добычи вам такое даже на Анаконде не попадется в плане противника. В других местах зоны конфликта, пиратские сигналы, которые мы тоже, естественно, пощупаем, посмотрим, может быть, да. Но, увидим все в тестах. Ибо показать готовый фит — это одно, а протестировать все это дело и подвести итог, вообще играбельно ли это совсем другое. Но урон все-таки максимальный, поэтому говорить то, что я хайпажор, байтер и так далее, не надо, не надо. Перед нами Анакондочка. Резисты, конечно, не идеальны. Здесь 2750 щита и 3300 брони. Давайте смотреть. Она, естественно, больше, чем тот корабль. И, собственно, позапрошлый. Неплохо. Но все-таки скорость перезарядочки немножечко расстраивает. Уже 43% щита. Кстати, почему зеленый цвет при выстрелах? Как вот туман. Странно довольно-таки. Продолжаем. Ну, все, дальше хана. Кстати, давайте посмотрим, что у нас происходит с модулями. Осыпаем мы их? Ну, вроде да, кстати, да. Действительно. Блин, а это довольно неплохо. Давайте попробуем стрельнуть туда, где у нее силовая. Там, конечно, некоторые пролетели мимо, но все же. Корабль уничтожен. Какой был сильный взрыв, что-то я не ожидал. Большой вкусненький корветик. Такую непись вы вряд ли вообще найдете. Ну, как вот Крает, как Анаконда. Вот может быть, как Анаконда еще где-то что-то у вас будет в пиратском сигнале, но вот такое вряд ли. Что у нас тут получается? 3300 щита, хорошие резисты, 3000 брони, тоже хорошие резисты. Давайте смотреть. Ну, видно, да, по 14% мы снимаем, но не забывайте, что это такое вообще в плане корабля.
И да, я прекрасно понимаю то, что он стоит на месте, ничего не делает и так далее. Попадать по нему просто. Именно поэтому полетим тестировать на Неписи, там будет понятно, как мы будем попадать. Целесообразность данного фита, ну, в принципе. Боезапаса хватит. Но я вот сейчас израсходовал, получается, 60 боеприпасов за все это время, если не ошибаюсь. На один хороший заход. Плюс пушки мало жрут. Можно летать на призматических щитах с банками, что довольно неплохо, как по мне. Ну вот, мы уже сняли щиты. А дальше сейчас потечет корпус. И давайте посмотреть, как у нас будет с силовой. Силовая у него находится где-то в том месте, если я не ошибаюсь. Сделаем пару залпов в ту точку. Давайте еще куда-нибудь вот сюда долбанем. Ну и куда-нибудь сюда, где кабина, или вот чуть-чуть в бачок. Уничтожать не буду, страховка большая. Что у нас по цели? Движки, многостволочки, усилитель щита потек, силовая... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А вот это я зря, силовая установка ушла в минус, ФСДшечка, система жизнеобеспечения, распределитель, призматический щит. А, тут призматический щит. Знаешь, что я сказал? Неправильные характеристики, скорее всего, касательно щита. Щитонакопитель, топливозаборник, набор усиления щита стражей вылетел один, этот покорежен. В общем, блин, а это неплохо. Это очень неплохо, друзья. Наша главная проблема — маленькие корабли. Давайте посмотрим, что будет. Ну, в принципе, я думаю, будет хуже. Ну, а дальше с ним разберется истребитель. Ну да, вот тут уже и видно проблема. Отлетел на 2 километра, и я уже не могу по нему стрелять. Давайте средние корабли с маленькими, все понятно. Как удачно почти сразу нарисовался питон. И да, я не использую ночное видение, оно меня бесит, у меня от него болят глаза. Сейчас он нас просканирует, отвернется, и мы ему, так сказать, всадим. Так, отлично. Да, хорошо. Великолепно, я даже сказал. Ну, зона добычи опасная. Тут противники будут не особо сильные, насколько вы знаете, но все же. Мало ли, фит бы сломался прямо здесь. Ну, в том плане то, что неудобно его использовать. Урон действительно большой. Дропшип, да еще и в крыле. Там по-любому какая-то мелочь 100%, ну да ладно. Он в розыске, значит, он наша цель. Как видите, пушки сводятся с большим расстоянием, но... Если будет крупное скопление противников, вы, скорее всего, кого-то еще и заденете. Давайте как-нибудь подстроимся и дадим залп. Разброс, как вы видели, был сумасшедший, но щиты мы срубили. Но это как-никак дропшип, щитов у них маловато. Давайте-ка выстрелим еще раз, чтобы была перезарядка. И просто-напросто ищем момент, когда сможем, так сказать, хорошо попасть. Лоб в лоб — плохая идея, а вот на пролетах, когда он показывает пузико, спинку и так далее, хороший вариант. Пол-ляма? За дропшип? Ребята, давно ли у нас так хорошо платят за непись? А давно у нас в таких местах летают крайты МК-2? Что произошло? Ну да ладно, это не важно, важно то, как поведет себя данный фитец, и он, похоже, с питоном в крыле. Ну, не страшно. Сняли щиты почти, учитывая то, что было расстояние, и он был к нам повернут неудобно. Все. Вот о чем я вам и говорил. Урон просто-напросто сумасшедший. Ну давайте и питона до кучи, но его там разбирает уже истребитель. Забавно. Реально забавно. Отвык я от такой неписи. Но все же. Давайте смотреть. Конечно же, расстояние прям огромное. Давайте с такого расстояния шмальнем. Сколько вообще прилетит? Ну, сколько-то туда прилетело, но маловато. Тоже мало попало, ибо не докрутил корабль. А сейчас прилетит все. Нет, тоже не все, он был бочком. Проблемные пушечки, конечно, но с этим можно жить.
Ну, тоже разобран. Сейчас его истребитель просто разберет. Ясненько, понятненько. С маленькими кораблями более-менее справляется истребитель, со средними кораблями справляюсь я, но с плоскими кораблями, такие как Крайт и Питон, могут быть проблемы. Ладно, окей, давайте что-нибудь другое. Кстати, один из очень хороших мелких кораблей, стервятник, который сейчас меня сканирует. Почему бы, собственно, нам не заняться им, точнее попробовать? Как-никак, размеры его довольно мелкие. Да он еще летит без буста, быстрее меня. Подлетим и выстрелим. Нормально. Но будем ли мы попадать в маневренном бою? Скорее всего нет, потому что истребитель разберет его раньше. Неплохо. Неужто ли блудный сын вернулся? Снова копающий ганшип. 100 лет не виделись, дружище. Говорит этот талисман к хорошему видео. Ух, 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 ух. Сейчас реально же будет копать. Если мы ему не помешаем. Я серьезно, он копать летит. То есть сейчас зайдем в цели. Многоствольное, минирующее устройство, проходочные лазеры. Неписи реально знают чего-то, того, чего не знаем мы. Ладно, до кучи попробуем корабль большого размера. И это, конечно же, клипер. Ну, честно, мне просто интересно, что с ним произойдет после вот одного такого залпа. Учитывая то, что половина ушла в молоко, довольно неплохо. Ладно. Нам бы найти здесь анакондочку, и было бы прям хорошо. В такие моменты, кстати, пушечка плохо себя показывает. А если вблизи, то уже поинтереснее. Да, когда лоб в лоб на расстоянии выше 500 метров, проблемы. На пролетах более-менее. Пошли на поиски Конды. Блин, даже фантомы летают, и нету намеков даже на анакондочку. Ну что ж такое, придется иметь дело с тем, что есть. Расстояние было больше километра, по цели прилетело не все, но все же урон мы нанесли. Да, эта штука маневренная, конечно, но... урон мы наносим. И вот проблемы плоских кораблей. Когда летит на тебя, попасть тяжело. Повторял не раз, но все же. Да это, наверное, касательно почти всего вооружения такие проблемы. И он, кажется, улетает от меня. Догнать? Нет, почему? Реально догнать. На средних кораблях будет повеселее. И опять-таки вспоминаются фракционные миротворцы. С ними будет еще лучше. А вот этот момент хороший для нас. Но игра в догонялки — это не про этот корабль совсем. Не про анаконду. Катер, конечно, да. Ох, анакондочка, анакондочка, где же ты, моя хорошая? Да неужели анаконда? Эксперт. Надеюсь, никто ее бить не будет, потому что в таких местах, когда появляется анаконда, все почему-то в плане неписи налетают на нее как мухи на говно. Подлетаем поближе, подлетаем поближе, подлетаем поближе, и еще, и слишком близко, и... Я не понял, попал ли я вообще, но я снял щиты. Практически. Учитывая то, что по-любому там что-то не долетело. А вот тут этот фит показывает себя уже гораздо приятнее, как вы можете заметить. Ну, на таких кораблях. Ну, прекрасно же. Ну, прекрасно же. Ладно, с этим местом все понятно. Давайте полетим в более сложное. Кстати, это один из немногих фитов, где я вам буду рекомендовать использовать призматические щиты с банками, а не двухпоточку. Почему? Потому что боезапас будет уходить у вас быстрее, нежели чем на многостволках. Так что, призма, баночки, красота. Пиратская активность, угроза 5 уровня. В принципе, что 5, что 6, что 7, примерно там одинаковая непись. Давайте-ка найдем анакондочку здесь и уже будем смотреть непосредственно на ней. Но, скорее всего... А, нет, релок делать не придется. Так, я вижу ее, но здесь много обломков.
Ох, неприятненько, учитывая то, что запись ведется на процессоре. Ну да ладно, ну да ладно, да ладно. Сейчас мы как-нибудь развернемся по-хитрому. И сразу начнем стрелять. Как только лишь приблизимся. Да ты что, моя хорошая, неужели щиты отъехали так быстро, причем в таком месте? Уже половина корпуса. Вот в каких местах и на каких кораблях раскрывается данная сборка, конечно. Это просто супер. Блин, немножечко не достаю. Сейчас на бусте развернемся. Так, а он в крыле с кем-то, да? Жаль, я полетел сюда на двухпоточке. Можно поставить 4 в систему, но мне хотелось бы еще при всем при этом иметь возможность бустоваться. Так, анаконда готова. У нас там кто еще? Ну, в принципе, мелочь. Не знаю, есть ли смысл вообще ее ковырять. Можно попробовать. Только, кажется, от моего корабля ничего не останется. Ибо он не подготовлен к таким вещам. Но можно попробовать. Да, все разлетается в разные стороны, но при этом щиты мы сняли. И даже смогли коцнуть его с помощью тарана непроизвольного. Хм. Так, отстреливаем последнее, что была перезарядка. Да, вот тут призма с баночками зашла прям на ура. Так, и мы второму что, щиты еще сняли? Нифига себе, мы второму еще сняли щиты и корпус забрали. Разброс — это хорошая штука. Иногда. Ой! Блин, попадать прям вот... На самом деле мука. Тем более с фасами. Так, ганшип, осторожно. Так, отстреляем, чтобы сразу в случае чего сделать полный залп, а не только 2 из 3. Ну давай, лети сюда. Ну все. Забавно, забавно, забавно. Не смотрите то, что я потерял много щита, это было 3 противника, да и в таком месте учитывайте то, что они маневренные, бой немножечко затянулся, я думал, будет быстрее. Все-таки у нас тут видос про пушки. Полетели на миссию. Элитного ранга, крыла, почему бы и нет. Тот самый Фердиландс, либо корвет, посмотрим, как нам повезет. Ну что ж у нас тут? Фердиландсик. Давайте смотреть, что мы сможем с ним вообще сделать. Мысли у меня, если честно, по этому поводу прям плохие. Урон-то у нас максимальный в игре, но реализовать его, попасть, будет тяжело. Но можно облегчить себе задачу, выстрелив сейчас раньше. Так, прилетело не все, сняли почти половину, и давайте прокидывать дальше. Так, что-то там попало, сняло 1%, тем временем меня начинают неистово ковырять. Да, неприятная ситуация. Пробуем как-то попадать. Да разве что тараном. Маневренные корабли — это не про эту сборку. Ну хотя, в принципе, если бы я летел на Крайте с, опять-таки, фракционными такими пушками, может быть, было бы все поприятней. Ой, прозевал момент. Тем временем у меня снято 20 с лишним процентов щита. И 4% корпуса. Прекрасно, прекрасно.
Не, ну... Попадаю, конечно. Ой, сейчас хороший момент. Ну, относительно. Так, он использует банку, это нехорошо для меня. Ну, как-то она хиленько его восстанавливает. А вот что-нибудь куда-нибудь да попадет. Так, он бустуется. Так, скинем один выстрел, чтобы была перезарядка. Так, щиты сняли. Ну а толку-то? Ладно, бустанемся. Только нам это особо не помогло. Какая же анаконда неуправляемая после корвета. Ужас. Все, мимо. 55% счета. Блин, надо было готовить корабль сильнее к этому делу. А, меня бьют 3 стервятника. Затяжной бой получается. Реально затяжной. Ну вот куда он сейчас бустанется, сволочь такая? Ой, как все плохо. Все очень плохо. Единственный вариант это... Нет, тоже не получится на бусте довернуть и выстрелить. Перезарядка, давай быстрее. Сейчас шанс хороший. И мы его воронили. А вот сейчас было хорошо. Блин, буст долго заряжается. При этом быстро заряжающийся распределитель, да. Как не хватает призмы. Что-то там попало, но толку с этого мало. А вот сейчас... А вот сейчас... Да, и сейчас он бустанется. Естественно, он бустанулся. Вообще ничего не попало. Мне уже даже интересно, я хоть выживу здесь. 43% корпуса у него. У меня осталось 25% щита. Ох, и минус 20% корпуса. Блин, там одна или две штучки попало. Да, это просто что-то с чем-то. Но зато на больших кораблях мы нормально себя показываем, да даже хорошо. Не бустуйся, пожалуйста. 6% осталось. 6% и... Чисто везение. Нет. Это прям неприятно, я вам скажу. Прям неприятнейший способ. Но зато самый большой урон в игре, который очень тяжело реализовать на кораблях даже среднего размера. Но не забывайте то, что это миссия для как-никак крыла. То есть сейчас я вам даже это продемонстрирую. Значок крыла. И ранг боевой элиты. Нет, этот фит имеет, конечно, право на жизнь, и он фановый, но рекомендовать его вам на серьезных щах я не буду. Реализация урона здесь хромает. Но циферки зато прям шикарные. Вся надежда в плане дробовиков падает на миротворцев. Видос скоро будет на канале, тесты сравним и посмотрим. А если хотите стрелять зажигательными боеприпасами, то рекомендую вам многостволки. Гораздо более приятно себя ведет. Если хотите уничтожать непись так, чтобы у вас не кончались боеприпасы, то лазеры опять-таки нас тут спасают. Фит на пучковых лазеров один из моих любимых. Также можно топливную плазму, топливную рельсу. Но вот этот вот вариант, не знаю. Напишите в комментариях, что думаете по поводу данной сборки. А у меня на этом все, друзья. Всем спасибо, что смотрели, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмахайте колокольчик. В описании под видео будет ссылочка на плейлист со всеми видео касательно Elite Dangerous, которые я для вас отснял, там свыше 540 видео. Говорю о том, сколько я отснял, чтобы понимали количество контента в данной игре, не слушали тех, кто говорит, что игра пустая, нечем заняться и так далее. Тут как минимум целый Млечный Путь.
и куча всего интересного. Плюс, многие видосы я структурировал в плейлисты. Что это означает? В описании вас ждет 22 плейлиста. Обзоры кораблей, топы кораблей, материалы, данные, торгоиды, стражи, инженеры, причем и новые тоже, корабельные орудия, ручные, комбинезоны, как все это улучшается, как это инженерится, экспериментальные эффекты, различные разборы и так далее. Плюс, будут ссылочки на социальные сети, такие как Instagram, группу ВК, Discord сервер и Telegram-канал, где публикуется информация о выходящих видео непосредственно в день их релиза, друзья. Также в Телеграме и Дискорде имеются чаты, чтобы вы могли общаться друг с другом на различные темы, касательно различных игр, кооперироваться, чтобы поиграть хоть в CS-ку, хоть в дотку, не осуждаю. Сам играю в различные игры, как по жанру, так и по сеттингу, и вам это, друзья, тоже рекомендую, это полезно. Плюс, моя эскадрилья получила минорную фракцию. Что это означает? У нас есть свои системы, их уже 4, станции, космопорты и так далее. И мы расширяемся. Хотите в этом поучаствовать? Вам в Discord. Там подробные правила вступления и нахождения в эскадре, как минимум шнуры мы не дергаем. И еще, пожалуйста, пишите, какие игры вы хотите видеть на канале, какие обзоры, какие гайды, какие стримы. Спасибо. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока.